Привет! Сегодня мы приготовим 3 простых, вкусных и очень быстрых ужина в аэрогриле всего за 20 минут, а также самый идеальный рассыпчатый рис. Свинина, запеченная с чесноком, курица в соевом соусе с медом и нежные рыбные котлетки. Все это в этом видео. Первый быстрый ужин – это свиное филе с чесноком. Для этого рецепта нам понадобится свиное филе полкилограмма, оливковое масло 1 столовая ложка и специи. Я использую соль, перец, 3 зубчика чеснока, сушеный чеснок, сладкая паприка и немного зиры. Ингредиенты самые простые, все делается просто быстро. Маринуем мясо всего лишь на небольшое количество времени, хватит примерно полчаса, и запекаем. Проще некуда. Для начала измельчим зубчики чеснока, я их очищаю. Чеснок я не измельчаю мелко, просто придавливаю ножом и режу на небольшие полоски. Заходите в описание под видео, там вы найдете все рецепты из этого видео, также информацию про то, какой аэрогриль я использую. Всегда у вас очень много вопросов. Филе свинины моем, обсушиваем, кладем в миску, добавляем все специи, примерно по пол чайной ложки, измельченный чеснок, соль, перец и оливковое масло, примерно 1 столовую ложку. Накрываем пищевой пленкой, оставляем в холодильнике хотя бы на 20 минут замариноваться. Пока свинина маринуется, мы приготовим идеально рассыпчатый рис в аэрогриле. Раньше рис я не готовила, это был эксперимент, который удался на все 100%, поэтому спешу поделиться с вами результатом. Для того, чтобы приготовить идеальный рис, нам понадобится какая-то емкость. Я использую стеклянную емкость с крышкой для духовки. Можно использовать силиконовую форму или любую другую и накрыть фольгой. Нам понадобится 1 стакан риса, у меня вот такая мерная чашка. Стакан риса мы заливаем 1,5 стаканами горячей кипяченой воды. Забыла сказать, что обычно рис я мою, в этот раз не помыла, но лучше это сделать. Просто промойте рис под струей проточной воды, я обычно это делаю в сите, и отмерьте такие же пропорции стакана риса на 1,5 стакана кипяченой горячей воды. Солим. Накрываем крышкой и ставим готовиться в уже разогретый аэрогриль. Разогреваю я его при 200 градусах 3 минуты. У меня есть такая программа в аэрогриле. Если такой программы нет, просто выставляете пустой аэрогриль на 200 градусов 3-5 минут, чтобы он разогрелся. В горячий аэрогриль ставим нашу форму с рисом и готовим при 200 градусах 25 минут. Рис готов, его проверять совсем не нужно. По желанию можно добавить сливочное масло, я его добавляю в конце в готовый рис. Чтобы достать горячую емкость из аэрогриля, я использую такие мини-силиконовые прихватки. Ссылку на них вы найдете в описании под видео. Посмотрите, как он выглядит, рисинка к рисинке. Все отлично приготовилось. Он не слипся, нет лишней жидкости на дне. Просто идеальный. Такой рис мне понравился гораздо больше, чем отварной. В рис я всегда добавляю сливочное масло для улучшения вкуса. Пока готовился рис, свинина замариновалась, и я выкладываю ее все в тот же аэрогриль. Не использую никакие формы, выкладываю просто на дно. Свежий чеснок желательно убрать, он нужен был для того, чтобы мясо замариновалось. В аэрогриле он будет гореть и станет очень твердым. Свинину готовлю при 180 градусах примерно 20-25 минут.
И в середине времени я ее переверну на другую сторону. Вкусный ужин готов всего за 20 минут вашего времени. Свинина получается вкусной, сочной, тут главное ее не передержать. Нарезаем свинину на слайсы и подаем с салатом и с рисом. Всем приятного аппетита! Следующий ужин не менее прост, я бы даже сказала еще проще. У меня 2 упаковки уже нарезанного куриного филе, можно использовать индейку, купить готовое филе и нарезать его, но такой вариант сэкономит вам время на нарезку. В этот раз будем готовить замороженное мясо. Я вам покажу, как в аэрогриле легко можно приготовить мясо прямо с морозилки. У меня оно постояло совсем чуть-чуть в холодильнике, я промыла и стараюсь разбирать руками его на небольшие кусочки. Ставлю полуразмороженное филе курицы в аэрогриль на 180 градусов 5 минут. Можно использовать филе или мясо сразу с морозилки. В конце очень важно слить всю лишнюю жидкость, которая образовалась в первой нижней чаше. Если у вас совсем нет времени, то можно замариновать мясо прямо в аэрогриле. Как это делаю я? Наливаю немножко соевого соуса на куриное филе, добавляю сушеный чеснок, соль не добавляю, потому что соевый соус довольно соленый. И добавляю немного меда. Все перемешиваем, куда уж проще. В конце добавляю немного кукурузного крахмала, чтобы у нас вокруг была хрустящая корочка, а внутри мясо было сочное. Получится курица, так сказать, в китайском стиле. Добавляю немного масла и спрея. Вы можете не добавлять. И здесь, конечно же, на дне у нас образовался лишний соевый соус и мед, который стек, который не впитался в мясо. Его нужно слить. Ставим курицу в аэрогриль на 180 градусов примерно 8 минут. В середине времени курицу нужно перемешать. Вкусный простой ужин за маленькое количество времени готов. Чтобы приготовить такую курицу, вам понадобится примерно 15 минут с приготовлениями. Представляете, как мало? За 15 минут готов ужин. И последний быстрый ужин на сегодня – это рыбные нежные котлетки. Они действительно получаются очень вкусными. 2 упаковки, примерно 800 грамм. Я использую филе тилапии, у меня оно не замороженное. Будет еще быстрее, если у вас будет готовый фарш. Я же делаю фарш сама. Замачиваю хлеб в молоке, лишнюю жидкость отжимаю. Кладу в миксер кусочки белой рыбы, яйцо, предварительно замоченный хлеб, пару кусочков, у меня цельнозерновой. Добавляю специи: сушеный чеснок, сушеный лук, соль, перец.
Ах да, чуть не забыла про растопленное сливочное масло. Его добавляем также в нашу массу для мягкости и сочности. Фарш готов. Фарш должен быть плотной консистенцией, не жидкой, чтобы сформировать котлетки. Выкладываю пергаментную бумагу на дно аэрогриля. Это обычная бумага, которая используется для духовки. Она у меня силиконизирована, чтобы еда к ней не пригорала. И леплю продолговатые небольшие котлетки. Можно сбрызнуть котлетки маслом из спрея, но не обязательно. Ставим их в аэрогриль на 170 градусов 13-15 минут. В середине времени переворачиваем. Нежные вкусные котлетки к ужину готовы. Всем приятного аппетита! Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Напишите в комментариях обязательно, какой из рецептов вы приготовите. Ну а мы с вами увидимся очень скоро. Всем пока-пока, до скорых встреч!